Aha. Pambira bueu. Vinia Quar, Jabaz Hipabamel, Klana, Trip, Mark Goldfin. Sabrina, Grump Tebow, Nosa Galops, Funiata, huh? Funiata. Beachy. True. Galmu. Durkoi Moib. Ibab. Risalek Kumbar. Hardu Skinsa Plosh. Sabomanuk, Gaines Bunny. Refseed. Karasha Well, Hanioza. Abadab. Vadish. Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. И в этом видео я буду строить цветочный магазин. Я на самом деле давным-давно его задумывала, но почему-то все никак да никак. При том, что вышло несколько дополнений, которые прекрасно вписались в эту концепцию. То есть в основном, ну как не в основном, много чего я сделала на основе сельской жизни, потом еще комнатные растения были. И ну, основной вот этот столик для изготовления букетов, это, собственно говоря, по-моему, времена года. Но это старое. В общем, неважно. Я, как обычно, долго-долго собираюсь, потом быстренько строю и, собственно говоря, решила вам продемонстрировать результат. И у меня такой магазин, который как бы продает и букеты, и комнатные растения, и, ну, как бы предполагается, что еще и саженцы. То есть человек может прийти и немножко подрощенное из семечка растения он может приобрести. Ну, цветы в основном у меня там высажены. Но в реальности это, скорее всего, не получилось бы. Но, кстати, вот обычные цветы и цветы в вазах очень даже можно все это продать. И при том, что цветы в вазах очень даже дорогие. Потому что я ранее думала, что, в принципе, заработать на этом деле практически невозможно. Но вот как раз готовясь к этому ролику, я решила попробовать, как это, что это. Я что-то вообще не использовала нигде, ни в каких челленджах вот этот столик, и как-то никогда к нему не обращалась, ну, потому что мне казалось, что это какой-то, в общем, какая-то шляпа, которая неинтересная. И мне нужно было заполнить полки, я решила попробовать, прокачала своего сима с помощью кода, начала изготавливать эти букеты, и они оказались, во-первых, красивые, что не может не радовать, они, правда, симпатичные, и они оказались достаточно дорогими, то есть, конечно же, там на 10 уровне вы тратите, например, там 200 симиллионов, а то и меньше, если у вас есть цветы в багажнике, и продаете это за 3000, за 2500, просто один букетик, представляете, и в принципе они пользуются популярностью, потому что, опять-таки, я тут пыталась со всем этим коммуницировать как-то. И вначале купила вот этот столик для распродаж, купи-продай или что-то такое. В общем, просто для распродажи эти столики я устроила домашнюю распродажу, вообще не знала, как тоже пользоваться этим столиком. Что-то как это прошло мимо меня все. И у меня все раскупили. Прям буквально за первые пару часов я там продала 4 или 5 букетов, вот этих самых дорогих, и как бы заработала 10. Так вообще легко, не напрягаясь, и меня, конечно, это очень сильно обрадовало. И мне стало интересно, я хочу попробовать это в одном из челленджей, ну как в одном, у меня сейчас пока что единственный челлендж, потому что следующий челлендж накрылся, который я думала, который я собиралась, продумывала, но, скорее всего, его не будет. Потому что этот челлендж касается, на самом деле, нового дополнения, так как, ну, те, кто следит за инстаграмом Sims 4, там, в принципе, очень много спойлеров было на тему того, что будет, собственно говоря, в новом... Это не это комплект или... Нет, или каталог. Ну, короче, новое дополнение, буду так говорить. Там было очень много спойлеров, я понимала, что это будет со свадьбой связано, и я уже себе там распланировала, что даже если там не будет новой профессии, я стану устроительницей свадеб, я сделаю какие-нибудь тематические свадьбы, там свадьбы готов, свадьбы кого там, минималистов, классическая свадьба, например, с огромным пышным платьем, с детками в белых этих платьицах
танцах и так далее. То есть какие-то очень интересные, там, индийская свадьба, хипстерская свадьба, еще что-то, ну, короче, вот что-то такое я думала сделать. Ну, то есть либо сделать одним выпуском, что там 4 свадьбы, например, в разных стилях, но мне кажется, это тяжеловато будет смотреть, потому что очень долго будет. Либо все-таки выпустить какое-то определенное количество роликов, сделать много разных тематических свадеб, попробовать там поиграться с декором. Ну, короче, идей было полный вагон, честно признаюсь. Но потом вот случилась эта ситуация, если вы не знаете, на русскоязычной как бы местности, так сказать, потому что сначала сказали, что это только в России, потом оказалось, что и Казахстан, и Беларусь, и Украина тоже попали под это все. У нас не будет выходить это дополнение или этот каталог по, казалось, вначале объективной причине, потому что она противоречит определенному российскому закону о пропаганде, но потом выяснилось очень много подробностей, которые меня еще больше расстроили, потому что вначале я расстроилась, ну да, ну у нас такое как бы законодательство, возможно, ну вот странно, что Games не пошел на уступки. Потом вот я узнала о том, что еще несколько стран захватили, у которых нет этого закона, но которым не будут выпускать тоже это дополнение. И это странно. То есть в Украине тоже не выпускают, хотя у них нету такого закона. Почему они должны страдать, ну, игроки из этих стран, из Казахстана, из Беларуси, что вот, вот так вот случилось, и это кажется несправедливо. Потом пошли как бы варианты того, что на самом деле закон-то для несовершеннолетних, а Sims 4 уже для совершеннолетних, то есть он выходит с пометкой 18+, поэтому закон, в принципе, не применим. То есть непонятно, с какой стороны происходит проблема, главное, то есть из-за чего это все произошло, и как бы там развернули масштабную, ну, такую поддержку, и российская комьюнити, и американская комьюнити, я тоже видела, тиктоки выпускают, в инстаграме, рилсы, все поддерживают, там есть определенный хэштег в твиттере и все такое, ну, то есть какая-то поддержка есть большая, но EA Games абсолютно никак не реагирует, при том, что уже были всякие национальные, ну, не конфликты, но проблемы, и с азиатским рынком, и с индийским что-то было рынком тоже связано, что они там предъявляли какие-то требования или поправки, или еще что-то, и на их уступки шли. Как бы что-то меняли, что-то подстраивали, что-то немножечко заменяли, и как бы в этом случае, а мы чё? Почему на нас никак не реагируют? И вообще очень все странно. Вот. А потом еще и вышел, точнее, стрим в прошлый четверг или вторник, что-то такое. И, во-первых, отключили комментарии, потому что ожидался наплыв хэштега, поддержки, общения комьюнити, но разработчики решили вообще все это прикрыть. И получается, я, если честно, так и не посмотрела этот стрим, потому что, не знаю, я так расстроилась из-за этого всего, что я подумала, если вдруг все разрешится хорошо, если мне удастся все-таки заполучить этот каталог, то я посмотрю. Если нет, то не буду себя расстраивать. Но на самом деле по остальным симерам я смотрела новости у них, и они говорят, что на самом деле все очень плохо. То есть дополнения недоработанные, симы не идут туда, куда надо, они постоянно запинаются, пересекаются, отменяют свои действия. То есть, ну, те специфические действия, которые новые для этого каталога, для симов, то есть это какое-то, ну, реально связано именно с этим каталогом, действия с предметами или друг с другом, определенные вещи, они недоработаны, то есть они... как бы программы, короче, недоделаны, недописан код, или он сломан, или еще что-то. Короче, все начали вообще бойкотировать все это дополнение, что типа вот, вы вообще выпускаете что-то супер сырое, зачем все это нужно, зачем вы торопитесь и так далее. В итоге ситуация сложилась настолько неоднозначной, что я даже теперь не знаю, если вдруг мне попадется все-таки этот каталог, возможность с ним поиграть, потому что я уверена, что можно через другие страны, другие регионы все это сделать. Да, он будет не адаптированный на русский, но ничего страшного. Как бы я думаю, что можно это все раздобыть, ничего тут страшного нету. Весь мир уже давно с VPN общается, к сожалению, в связи с определенными ограничениями. Много где уже, на самом деле. Вот. Ну, короче, если он все-таки мне попадется, я теперь уже не знаю,
смотреть мне на него, не смотреть, снимать мне, не снимать, интересно вам это будет, неинтересно, я вообще уже ничего не понимаю, я ничего не знаю, что мне делать. Завтра, собственно говоря, произойдет то, что произойдет. 17 числа, сегодня у нас 16. И посмотрим вообще, что это будет. Может, они все-таки к нам прислушаются. Было бы, конечно, хорошо. Но учитывая то, что каталог такой достаточно сырой, тоже неприятно. Хотя, скорее всего, через недельку или две выйдет новое обновление, где все починят. Я очень сильно на это надеюсь. Как это часто в последнее время бывает. Они выпускают в мир свои дополнения, потом кучу-кучу обновлений, которыми латают все дыры, которые там изначально уже заложены, к сожалению. Но это индустрия, это, к сожалению, нормально для индустрии, которая прибыльная. То есть быстрее, скорее выпускать какие-то новые штуки, неважно, что они полусырые, мы потом доделаем. То есть если есть возможность доделать, это происходит. Потому что я слышала такое даже относительно выпуска машин. То есть бывает такое, что автомобили выпускают, там обнаруживается какой-то брак, и если, по законам, они должны отозвать вообще всю партию. Все выпущенные машины, они там должны оплатить и уничтожить их. Но компании чаще всего просто выявляет этот брак, выявляет его процент, и по обращениям в сервисные центры точечно заменяют машины, не отзывая вообще всю партию. И просто в следующей партии они это исправляют. То есть они тоже такие вот хитренькие, и это много где и с техникой связано, и тоже много об этом. Потом встречала такие случаи, мне было интересно посмотреть. Все компании так делают, а EA Games может вообще беспрепятственно обновления выкатывать, дочищать, доделывать свое новое дополнение, и им никто ничего не скажет. Потому что мы же работаем, мы же исправляем, мы же молодцы. Сырое выпустили, но вы же ждали, вы же просили, вам же нужен новый контент. То есть такая ситуация, скорее всего, сложилась. В общем, я мало поговорила о цветочном магазине, но тут все понятно. Простенький, понятный цветочный магазин, плюс я вокруг ничего не делала из деревьев и растений, потому что мне понравилось, что участок такой немножечко приподнятый, и там много окон. Я решила, что не надо его заполнять какими-то, кустарниками, еще чем-то, для того, чтобы, просматривалось, чтобы все видели, что вот какой-то магазинчик красивый, с красивой владельцей, с красивыми цветочками, чтобы это все было видно. Я, кстати, сделала чуть-чуть кусочек жилой, потому что это всегда гораздо удобнее, когда Сим живет на общественном участке, чем мотаться туда-сюда, потому что это очень неудобно. Лучше строить какую-нибудь раскривушечку рядом и полноценно работать, потому что если будете ездить туда-сюда, будет тратиться очень много времени, сил, которым можно было бы оставлять открытым свой магазин на это время и получать, собственно говоря, прибыль. Все, мои хорошие, скажите мне относительно этого нового дополнения, что вы думаете, и если я заполучу, нужно ли делать обзор или что с ним делать. Показывать, не показывать вам. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, приятного просмотра.